Вот я же говорил, дело все в людях. Есть хорошие люди, и сразу меняется отношение к городу. Всем привет! Новый день, новый город, и я в городе Тутаев. Пройдемся по древнему современному городу, покажу собор, в котором бывал Иван Грозный, прогуляемся по парку СССР, познакомлюсь с людьми, благодаря которым мы увидим прекрасные виды Тутаева с колокольни. Погнали! Друзья, я добрался до города Тутаев. Будем знакомиться с городом. Это улица Ленина, впереди дом доходный Соколова. По левой стороне у меня это бывшее здание банка и пожарная каланча. Город для меня новый, поэтому буду знакомиться вместе с вами. Вообще Тутаев это два старинных города. Раньше он назывался, два разных города, которые объединили, и стал он Тутаев. Один город назывался Романов, второй Борисоглебск. И располагались они друг напротив друга на разных берегах Волги. Сейчас у города два района. Это Романовская сторона, левый берег, и Борисоглебская, соответственно, правый. Поселения на Борисоглебской стороне появились раньше, чем на Романовской. Здесь же в 18 веке вывели романовскую овцу. Вот это бывшее здание банка. Даже табличка еще осталась, буква, видите? Банк. Пожарная каланча. Сейчас я с той стороны обойду. В общем, Романов и Борисоглебск объединили, и он получил название Романов-Борисоглебск. А уже в 1918 году его переименовали в Тутаев в честь красноармейца Илью Тутаева. Его памятник, кстати, стоит в сквере СССР. Это на другой стороне берега. Население города 40 тысяч человек. Здесь есть свой горнолыжный курорт. Он на правом берегу. А я нахожусь на Романовской стороне. Вот это пожарная каланча. Вместе с пожарным депо и ломбардом. То есть тогда еще ломбарды уже были. Это было в 1911 году. Ее построили. А с левой стороны, вот видите, такое разрушенное здание, разрушается. Это Строгановские соляные склады. В конце 17 века их построил купец Григорий Строганов. Здесь, кстати, останавливались соляные обозы, которые двигались на Москву и Питер. И это были одни из самых крупных складов в империи российской. Вот в таком они состоянии. Видно, что ничего не делают. Здание просто разрушается. Хотя табличка, видите, даже есть. Можно отсканировать вот этот штрих-код и выдаст информацию телефон вам. Площадь Ленина, как всегда, на площади Ленина памятник Ленину. Вот он показывает нам рукой в сторону парка. Впереди, кстати, городской парк. Мы сейчас через него пойдем и как раз таки выйдем на набережную реки Волга. Сначала гуляем по этой стороне, потом я сяду на автомобиль, приеду на паром и переплывем на ту сторону, и там такую же прогулку совершим. Вот он, Ленин. Помещение в аренду. Это по факту вот центральная площадь. Центрее уже точно нет. Ну, давайте по ней пройдем. Я пока шел, здесь столько молодежи. Возможно, мы сейчас ее увидим там дальше в парке. Вот, скорее всего, здесь проходят все крупные события города.
Пока я город не понял. Видно, что он какой-то такой прям уставший. Прям уставший. Надеюсь, это только в первое впечатление. Ну, посмотрим, как будет дальше. Время, если что, сейчас 5:30 вечера. Поэтому все жители уже дома после работы. Заодно и посмотрим, гуляют ли они в своем городе. Да и вообще чем занимаются. Центр, конечно, такой разбитый. Вот у нас и первый парк. Что мы там видим? Скульптуры слева, справа, девушек. Детская площадка. Магазины. Брусчатка выложена. Тоже, видите, старые купеческие дома. Ну, все в плохом состоянии. Вот когда-то хлеб был. Хлеб, видимо, съехал, не пользовался популярностью. Сразу заветшало здание. Ветер поднимается. Сегодня обещали градусов 25 и без дождя. Надеюсь, дождя не будет. Не хотелось бы мне сейчас под вечер еще под дождь попасть. Приехал я сюда из Рыбинска, ехал где-то 50 минут. Про Рыбинск я уже видео снимал, поэтому кто не смотрел, переходите, смотрите. Это такая поездка, знаете, у меня получается, что я ехал. Первые видео у меня были путешествия по Ярославской, Тверской области. Мостик какой. Я ехал от Суглича, Углич, Рыбинск и возвращался назад. Мышкин, Калязин, потом ушел в Тверскую область, там Солнечногорск через Подмосковье. А здесь я решил записать видео с Рыбинска и по другой стороне Волги начать. С Тутаева, Переславль-Залевский, Переславль и Ростов. Вот эти 3 города я хочу записать. Будет такая серия из 3, наверное, видео. Можно их смотреть будет отдельно, но также и как многосерийный фильм. Ребятишки там в рыках бегают. Снимают, говорит. Вот такой парк, ребят. Но он заброшенный. Не надо, говорит, нас снимать. Видите, да? Все такое заброшенное, кажется. Ну, хотя дети вот в центральной части, видите, в парке там. Их там много. Все что-то делают, играют, бегают. Так, и мне нужно... Я просто не ориентируюсь в этом городе, поэтому с картами сверяюсь. И мне нужна Волжская набережная 19. Наверное, правильно иду. В ту сторону и направо. Вот такие миленькие мостики, смотрите, стоят. Это уже не первый мост. Давайте еще раз вам вид на парк. Вот такой парк, центр города. Березовая аллея, где я шел. Мне нужно будет потом опять сюда вернуться, потому что там машину оставил. Так, это что у нас? Почта России. Город очень старый. Вон там деревянный дом, смотрите, сгорел. Улица Красноармейская и Крестовоздвиженская. Не выговоришь еще. Так, а почему это улица Панина? Вот особняк, смотрите. Есть таблички на доме. Особняк городской, первая половина 19 века. Во многих вот таких особняках живут люди. Но мне нужна Волжская набережная 19. И я, по-моему, уже заблудился. Сейчас у бабушки спрошу. О, смотрите, кому-то памятник. Здравствуйте, а не подскажете, Волжская 19, набережная? Ничего, что я видео снимаю? Не страшно? Спасибо.
двор заходите, вот этот дом и вот это. Ага. Здесь железные ворота. Можете вокруг обойти. А, я могу вокруг вдоль набережной пойти? Вдоль набережной. И первый дом белый. Вы там кофе, да, штаб кофе? Нет, я просто гуляю, записываю видео, любуюсь вашим городом. Там всего пока, всего хорошего. Спасибо вам, хорошего вечера. Вот такие милые жители. Ну, все правильно иду, значит. Волжская набережная. Как раз я спускаюсь к реке Волга. Потом мы сюда поедем на автомобиле и переплывем на пароме. На пароме мы переплавлялись с вами в Мышкине. Тоже особняк, видите? Ваш дом? Это памятник культуры. Вообще красота. А чей дом? Кто жил раньше? Бояре? Ну, вам повезло в боярском доме. Это женщина, которая мне подсказала, куда идти. Вот говорит, вот в этом доме жили бояре. Сейчас она здесь живет. Люди здесь простые. Это хорошо. Вишня или черешня растет. А я хочу показать вам усадьбу купца Чесночкова. И вот она где-то у меня с правой стороны, наверное, будет сейчас. Слушай, ну пока вот как-то такое все непонятное. Первое впечатление там было, что какая-то разруха. Но когда с людьми начинаешь общаться, как-то меняется меняется ощущение города. Не знаю, люди, наверное, все-таки играют важную роль в своем городе. И поэтому они дают настроение ему. Ну, это мое мнение. Вот так. Вот, смотрите, какая набережная. Можно туда спуститься. Прикольно. Вот, видите, Романов написано. Цветы высажены. Там можно спуститься, какая-то вот... Нет, это не баржа, это просто какой-то корабль, что ли, стоит. И вот мы с вами на ту сторону. Потом переплывем. Давайте я сначала пойду в ту сторону. Покажу все-таки усадьбу Чесночкова. И уже на обратном пути мы все равно с вами реку Волга увидим. Будем через нее переплавляться. О, смотрите, это что такое? Рыцарь какой-то пугает воробьев. Птиц. Воронье. Вот такая дорога идет. Сейчас асфальт кончился. Все. Не знаю, как здесь ездят зимой. Может быть, и нет проблем никаких. Так, а где адресация дома? Вот, 19-й дом. Все, вот он. Это дом купца Чесночкова. Он заложен был еще в 18 веке и неоднократно перестраивался. Здесь живут люди сейчас. Практически во всех домах, вот этих купеческих, живут люди. О, смотрите, какой третий этаж сделал. Интересно как. Машина едет. Так, сейчас проедет пусть. Лепнина даже сохранилась. Смотрите, львы вот на втором этаже, на фасаде. Часть, конечно, разрушена, не сохранилась, но часть есть. В 1918 году в доме размещался штаб Красной гвардии. Вот она, лепнина, львы. Здесь уже 2 утраченных. Вот и тоже табличка, видите, дом, в котором находился штаб Красной гвардии, 1918 год. А, тут кофе-штаб какой-то. Вот что-то вроде клуба, наверное. С фасада вот такая. А здесь кафе, да? Ну, здесь можно кофе попить, там пирожки какие-то есть. Найди. Да, сейчас на обратном пути. А хотя давайте сейчас зайду лучше. Лучше сейчас зайду. А вы сюда кофе приехали попить? Да не, мы здесь были недавно. А, здесь были уже? Кофе попить хороший. Понял, спасибо.
А у кого есть ключи? Вот здесь. И мы хотим взять ключи и пойти на колокольню. Вы сейчас с нами пойдете? Пойдете, да? Да. Можете пойти вместе. Да, пойду. Сейчас человек может Мы приехать. еще тоже не были ни разу на колокольне. А я как раз туда и шел, как бы вокруг. Только такая удача, конечно, пойду. А вы откуда приехали? Ничего, что я Ну, снимаю? Не, мы вообще сами ярославцы, но мы тут тоже уже ближе близко к Тутаеву перебрались. А к нам приехали подруги Питер, Вологда, как-то так. А, я Ну, из поэтому- Москвы приехал тоже посмотреть. Поэтому у нас сегодня культурный выход. Понял, вообще отлично. Мы как вроде полуместные, но сами не были еще должны А вы на той стороне уже были, да? Сегодня были, да, уже. Сегодня, да. Понял. Я только с этой стороны только начал, только приехал. Хочу потом на эту сторону там поснимать и поехать уже Ростов и Переславль. А вы где-то здесь рядом ночевать вам придется, но вечером уже? Наверное, в Ростов я поеду. Здесь сниму и в Ростове уже заночую, чтобы с утра там начать тоже. А вы как-то в гостинице или как-то у вас? Да, наверное, в гостинице, да. Что, можно идти, да? Да? Вообще замечательно. Возьми Давай его, его возьмем. у нас уже Ключи мало возьмем. что. Пойдем на колокольню, смотри. Прибавляем. Все, мы сейчас с ребятами идем на колокольню, заберемся вон на ту колокольню Хотят попасть на и колокольню. посмотрим на шикарные виды города. Город такой маленько уставший, да? Прям подразрушенный. Вот я вот в центре был, начал такое с Москвы. Мы тоже не местные. Да, я уже понял. Вон они. Не особо местные. Ты больше про Тутаев знаешь, чем мы даже местные. Вот красота. 20 лет езжу. Уже стало лучше гораздо. Сюда? Да, мне очень нравится. Я в Калязине не снимал, вот колокольня, она Да там вы как что? раз да, в Волге. Только у нас из Там- Калязина были гости. Красота тоже. В Шелотах. Калязин, делегацию мы принимали. Подарили. У меня брат живет в Дубне рядышком. А, да? А вы на теплоходе приехали? Нет, на машине. Там машину бросил просто, пошел здесь сразу погулять. Калязин, тут, ну, может быть, кто-то прийти. Не, Калязин до этого ездил, там, может, месяц назад. Ну, на той стороне, по большому счету, надо только попасть в Воскресенский собор. Там очень смотреть. А я потом на машине просто там прокручу. Здесь пешком, а там уже на машине проедусь. А машина на пароме тогда, да? Да, а, кстати, паром, как там часто ездить, не знаете? Каждый час. Каждый час. Каждый час. В нолях. Каждого часа отсюда. А до скольки он ходит? Пол? Почему? В час 00, да? Ну, 8 точно есть. 9 не знаю. Вроде бы до 10. 8 точно есть. Понял. Короче, надо до 8 успеть, да, отсюда? Если в Ростов, то тут есть короткая дорога. Ну, не короткая, как считают. А, нормальная? Отличная дорога, Да? Да. А, я как-то... Вот, на эту колокольню мы сейчас сберемся. Давай, Жанна, открывай. Ребят, поднимаюсь. Вот такой проход узкий в колокольню. Свечу фонариком от телефона. Ух, прям какие крутые лестницы. Ух ты, еще и звон колокольный. Снимаете? Это первое оконце. Еще нам выше можно. Класс, еще выше. Еще чуть-чуть. Узкие проходы. Ух, какой здесь ветер. Он электронный, да, получается? В определенное время звонит. Вот колокола, такие маленькие.
Давайте взглянем на эти шикарные виды. Ух! Красота. Мы пришли вот с той стороны. Я пройду вот так потом и дальше пройду к тем домам. Вот туда выйду, в ту сторону. Очень красиво. Да, и там висит, там щиток такой большой, скажем, колокольчик. То есть оно же, наверное, там же можно запрограммировать, наверное, сложную мелодию, не только для людей. Ну, конечно. Будет настоящий дядя звонарь. Он может сам звонить. Вот он встает, педалька такая. нажимает. Шикарные виды. Посмотри, как высоко еще далеко. Смотри наверх. Видишь, как еще высоко? Ох, мне тут туда забраться, да? Да так стоишь, голова кружится. Когда еще будет по той трещинку туда? И там делать какова? Ребят, я только что спустился. Это у нас Казанская Преображенская церковь. А на колокольне, которой я был, это колокольня церкви Казанской иконы Божьей Матери. Вид, конечно, с нее шикарный. А там ребята на колокольне. Взберитесь наверх, там такой вид шикарный. Там платно, бесплатно? Я только что оттуда, бесплатно. Просто там, да, просто мы, ребята взяли ключ, там попросите, я думаю, не откажут, они нормальные. Все, merci. Там прям шикарный вид. Спасибо за совет. Вот, я же говорил, дело все в людях. Есть хорошие люди, и сразу меняется отношение к городу. А красота вообще. Без них бы я точно туда никогда бы не забрался. Я даже бы и не знал, что можно взять ключ и пройти туда. Так, мне теперь нужно вон туда пробраться. Наверное, пойду как раз таки вот здесь. Полюбуйтесь еще раз колокольней. Класс. Ну вот ребята сказали, что эта сторона более-менее такая еще пешеходная, да, зона, где можно походить, что-то посмотреть. То на той стороне, куда я поеду, там уже особо смотреть нечего, поэтому мы там просто прокатимся по городу. Хотя я знаю пару мест, где я остановлюсь и поснимаю. Вот тоже, смотрите, какой шикарный домик. Красивый дом, кирпичный. Здесь тоже, смотрите, зона такая для катания на качелях. Пацаны на мотоциклах. Красота. Ой, материться. Приветствую. Ребят, мне надо вот на ту сторону пройти. Вокруг только, да? Да, вот так. Ага, понял, спасибо. Все, обхожу сейчас вокруг и опять иду к набережной. Там хочу вам показать пару домиков. Вот, кстати, впереди меня карта города. О, а я же опять вышел в центр, получается. Видите, парк передо мной. Очень маленький городок. Ну, правая его часть, да? И здесь отмечены самые такие достопримечательности. Одной стороны и другой. Можете сделать скриншот, потом, кто соберется сюда ехать, прямо отметить себе места, которые надо посмотреть, и прогуляетесь. Еще один мостик. А, здесь тоже карта. А, ну а здесь она дублируется, все то же самое.
Все, идем сейчас туда. Очень красиво смотрится колокольня на фоне реки и такая города. Она, видите, как бы на холме, потому что вокруг нее тоже низина, особенно вот туда, к собору, когда местный пруд, больше похож на болото, но огородили, видите, так металлическим забором. Так, дальше я иду. Сейчас, ребят, сразу сориентируюсь, что мне нужно дальше. Так, это я вам показал. Колокольню мы посмотрели. Ага, Казанская, вот. Наверное, сейчас будет как раз Казанская, дом 4. Буду называть адрес, чтобы вы тоже понимали, где я хожу. Тоже деревянный домик, старенький. Что интересно, вот живут люди здесь, и это очень хорошо. Хотя бы люди сохраняют историю. Иначе, если бы они просто бы стояли без дела, то, наверное, бы уже либо сгорели, либо просто от старости умерли. Вот опять мостик. Обязательно надо сделать здесь фотографию. Делайте, ребят, скриншот. Очень красиво. Сейчас на обратном пути сделаю фотку. Буду, когда на пароме, посмотрю специально, во сколько он ходит. Так, это что у нас? Казанская улица. Мне вообще нужна Казанская 4. А это набережная Казанская 1. Дом Дмитриева. Ага, вот этот дом Дмитриева построен в начале 19 века. А я, наверное, прошел вот те дома, кстати. Да, точно. Вот этот первый дом. Значит, тот, скорее всего, деревянный вот этот. Это 4-й дом. Казанская 4. Точно. Прошел. Да не видно еще номеров, поэтому сложно ориентироваться. Первый этаж, смотрите, каменный, второй деревянный. А, это 5-й дом. Все. И вот этот дом, это дом Чернышова. Он построен в середине 19 века. И вообще вот этот дом, он входил в ансамбль доходных домов Чернышова. И вот в этом доме в настоящее время, как я сказал, проживают люди. А, вот этот. 5-й дом. Все, вот этот дом Чернышова. 5-й дом. Да, вот в этом. Ну и в этом тоже проживают люди. И пойдемте сейчас Волжская набережная 25-1. Это вот этот, наверное, угловой и был. Это как раз-таки дом Дмитриева. Интересно, я там могу спуститься на набережную и пройти там? Было бы неплохо пройтись по ней. И все, в принципе, в ту сторону, если идти направо. Да, наверное, я не могу спуститься. В общем, если идти направо, в ту сторону, там уже практически конец города, и делать там особо нечего. Основные достопримечательности вот я вам показал. Можете просто прогуляться вот вдоль набережной. Все, я тогда сейчас возвращаюсь к машине.
поедем к мосту и покажу еще вам пару отличных мест. Решил еще пройти через парк до конца и показать вам с левой стороны домики вот тоже. Прогуляемся заодно по городу. Сейчас уйду направо, как раз до парка. Сяду в машину и поеду там. Есть два доходных дома, которые тоже хочу показать. И мост, итальянский мост, местные его называют. В той стороне усадьба, но у нее крыша уже все обвалилась. Это улица Ушакова. Тоже некогда богатые усадьбы были. Причем три усадьбы. 3 разных дома. Ну и крайне вот это справа, это уже я вам показывал, это где надпись «Хлеб». Парк вроде есть, но он не подстрижен такой. Как бы есть и хорошо. Да, жаль, конечно, что все это разрушается. Но зато имеется табличка, что это памятник архитектуры. Тут даже ДПС есть. Вот, машина. Я еще думал, интересно, как тут работает полиция, если у них тут переплывать надо через паром только. Вот, как-то сюда не добираются. Может, приезжают через паром. Потом здесь тусят час, возвращаются на тот берег. А может, вообще здесь дежурить по этой стороне. Туалет есть. Хоккейная коробка. О, какой домик, смотрите, нарядный. Прям нарядный, свеженький. Кажется, как будто только вчера построили. Поделитесь, ребят, впечатлениями, как вам то, что вы увидели. О, кинотеатр даже есть, смотрите, кинотеатр «Экран». Вечное доброе кино. А что тут показывают, давайте посмотрим. 20 июня по 26 «Непослушник» фильм и «Семейный переполох». Цена 190 рублей. «Паранормальные явления» фильм 190 рублей. «Тур с Иванушками». Что за Иванушки? А, это группа Иванушки. Фильм какой-то, видимо, снялись в фильме. В общем, 190 рублей. «Манюня» 160 рублей. Не знаю почему. «Три богатыря» 160 рублей. В общем, 160-190. Вот такие цены на фильмы. И причем это вечерние сеансы. В 17:30 и в 21:30, по-моему. Так, вон мой автомобиль. Сейчас сажусь и еду в ту сторону. Ребят, я на улице Ушакова зашел во двор. Это тоже некогда доходный дом. Здесь также живут люди. Можно посмотреть вот такой подъезд. Здесь живут Симоновы или Симоновы. Здесь тоже 2 квартиры получается, да, 2-квартирный дом. Что тут у людей? Цветочки, гараж, что-то высаживают. Чувствуется запах дерева горелого. Возможно, баню топят. О, кошка сидит. Да, это городской образцовый дом. Первая половина 19 века. Ушакова, 56. Адрес. Вот это Ушакова, 21. Это дом купца Апахова. Первая половина 19 века. Кстати, Апаховы занимались мукой и как бы сразу производили хлеб. И говорят, что в подвале вот этого дома имеется большая печь, в которой пекли хлеб на продажу. И вроде как вот этот Апахов проиграл этот дом в карты, ну а уже позже он его обратно выкупил. И вот этот там еще интересен дом. Ушакова, 54. Это дом купца Николая Воронина.
построен в первой половине 19 века. Сам Николай занимался зерном и лесом, и также он держал винный магазин. У него было 10 детей, 5 девочек и 5 мальчиков. После революции дом был национализирован, и в 1928 году здесь открыли детский сад. И позже его занимала милиция. Тоже двор, вход, собака. Надеюсь, не злая собака. Вот такой дом. На второй этаж, видите, деревянная лестница идет. Ну, туда не буду подниматься, чтобы никого не беспокоить. Мне вот этот дом нравится, угловой, видите, как с угла он как бы такой закругленный. Дом купца Апахова. Прикольно сделан. Вот так он закругляется. Давайте на этот дом еще. И вот она тоже такая местная достопримечательность. Это Леонтьевский мостик. Его построили в конце 19 века. И вот его местные называют итальянским. А под ним речка Медведка. Мы сейчас с вами сядем опять в автомобиль и объедем этот мост с другой стороны. Раньше можно было по нему проехать, но сейчас, видите, все загородили. Мне нужно будет объехать вокруг и показать вам тоже там доходный дом. В нем фильмы, по-моему, снимались. И есть там такая смотровая площадка. Поэтому мы сейчас сделаем круг. Так, а где речка? Вот она прям мелкая-мелкая. В основном, конечно, здесь все просто заросло. А здесь что-то вроде леса. Как тут свежо. Очень свежо. Слушайте, ну я очень много вижу молодежи. Прям очень много. Кто-то на велике катается. Вот сейчас прошла там группа парней и девушек. Наверное, человек 10. Как раз я во внутреннем дворе пока снимал. Они здесь прошли. Очень много людей. Очень. Вот давайте мост покажу вам с этой стороны. Ну, здесь, конечно, он интереснее смотрится сбоку. Вот такой кирпичный мост. Река Волга. И вот указатель, где находится информационный центр туристический в той стороне. Все, тогда сейчас сажусь в автомобиль и едем туда дальше. И там посмотрим, что там интересного. Проедем немного по городу с этой стороны. Я выезжаю на улицу Ленина. Вот она у меня сейчас. И мне нужно будет уйти направо. Мам, я на Волге. Смотрите, гостевой дом. Вот, если кому интересно, можно приехать здесь, снять номер, переночевать. Вот еще молодежь, видите? Это прям очень много. Ага, мне сюда. Направо. О, все, исписано, смотрите. Нога споткнется, а голове достанется. Мы женаты, надо ждать. Ты же ребенок. Несу разные вещи. В общем, такие здесь с заковырками предложения. Романовские каникулы. Интересно сделали, молодцы. Вот про эту стену я даже и не знал, видите, а тут какая-то такая расписная стена. Красота до венца, а ум до конца. Не место красить человека, а человек место. С разговоров сыт не будешь. Стар да петух, молод да протух. Ничего себе, какая она длинная это. Одна забота — работать до пота. Это точно.
Это улица Первая Овражная, 8А, кому интересно. А вот и романовская овца, видите, ее стригут. Здесь вывели эту породу, романовскую овцу. Поэтому она очень популярна здесь и тоже как бы такая местная достопримечательность. Ну, дорога, конечно, оставляет желать лучшего. Я вообще не знаю, правильно ли я еду. Вдруг там тупик какой-нибудь. Ух ты. Ну, проехал. Проехал, и то хорошо. Какой-то парк. Ну все правильно. Я вот позади меня сейчас остался вот этот Леонтьевский мостик. А мы с вами пойдем сейчас пешочком. Вот в ту сторону. Парк Вечный огонь. Сейчас пройду туда. Чуть-чуть, ребят, назад возвращаюсь. Вот этот дом я проехал. Ушакова, 52. Это дом Алаевых. Тут же рядом, скорее всего, вот на этой территории стоял их кожевенный завод. Нашел еще информацию, что Алаевы, вернее, считают себя потомками аристократического рода Кутумовых. Это Кутумовых Ногайской Орды. Вот так выглядел их дом. Это тоже доходные дома. Подряд идут. И пойдем сейчас. Сначала зайдем в парк и свернем направо. Покажу вам земляные валы. Когда-то там стоял древний город. То есть у нас получается изначально город стоял вот на этом месте. Вот видите, слева и справа такие валы насыпи. С той стороны у нас Леонтьевский мостик. Да, можно было ничего не объезжать, а пешком пройти. Давайте сначала заглянем в парк. И потом пойдем в древний город. Честно говоря, я не ожидал увидеть столько много в городе. Я считаю, для такого маленького города здесь достаточно много интересных сооружений. Не все они в хорошем состоянии, но тем не менее. Там идут, видите, деревянные дома. Это вечный огонь воинам тутаевцам. Надеюсь, я правильно произнес. Воины тутаевцы, да, наверное, так и есть. Такой сквер. Вечный огонь горит постоянно. Сейчас посмотрим. Так, 41-й, 45-й. А фамилия, интересно, здесь есть? Да, наверное, это просто как бы общая такая как память, да, дань уважения, памяти всем погибшим воинам тутаевцам. Вот вечный огонь. Цветы приносят, видите, живые. Войны — это зло. Вот такой сквер, скамейки, большая зеленая зона. В той стороне это все вот земляные валы. Здесь очень тихо, никого нет. Все-таки весь кипиш центральный идет там, где я начал, на улице Ленина, где центральная площадь и центральный парк. Здесь уже тихо, никого нет особо. Тоже, посмотрите, домик деревянный, всяко разно разукрашен. Скорее всего, отсюда не особо его видно, всю эту красоту. Потому что камера как бы отдаляет далеко. Но домик прикольный. Все, и мы сейчас идем с вами на валы и вон к той церкви. Пройдем еще дальше, покажу вам доходный дом. Вот они, земляные валы,
Крестовоздвиженский собор Романовского Кремля. Это вот здесь стоит он. Так, как я и сказал, здесь древний город раньше был. И вот эти валы, его укрепления. Сам город был основан угличским князем Романом Владимировичем в 1283 году. Отсюда и пошло название города Романов. Про город Углич я уже снимал видео, поэтому кто не смотрел, переходите. Интересный город. Ссылки все есть в описании. Высота вот этих валов раньше была около 15 метров. Здесь же стояли сторожевые вышки. И в начале где-то 17 века произошел пожар, и в ходе которого все это дело здесь сгорело. И вот эти деревянные укрепления пострадали. И впоследствии как бы его уже не восстанавливали, это укрепление. На самом деле, видите, городок-то не очень большой был. Вот они валы идут, там уже у нас река Волга. Вот идет. И в ту сторону вот где лес, где деревья растут. Это вот весь город по факту и был. Существует еще легенда, в которой говорится, что здесь находился подземный ход, который связывал между собой все церкви города. То есть он брал начало подземного хода отсюда, центральной, да, вот этой церкви, который находился в центре города, и соединял все церкви остальные, которые располагались за как бы вот этим городом. Так правильно будет сказано. И вот это у нас самая первая каменная постройка в городе. В этой церкви, кстати, бывал Иван Грозный. Достаточно такая старая. И почему-то закрыта. Не знаю почему. Прям каменные палаты. Хорошо сохранилось. Давайте взглянем уже тогда, что у нас там. Вот здесь, наверное, центральный вход. Да, вот. Центральный вход, колокольня. То ли ласточки, то ли стрижи летают. Кричат. Вход в собор с той стороны. Давайте дойдем, посмотрим. Колодец. Причем не один, что ли? Да. Закрыто. И давайте, раз уж мы здесь, покажу вам сразу вот усадьбу. Вот эта деревянная усадьба Зацепиных. Во время Первой мировой войны в доме находился лазарет. После революции клуб и музыкальная школа. А позже этот дом отдали под квартиры. Сейчас это частная собственность. Здесь живут люди. Поэтому так, давайте взглянем. Я думаю, не очень они рады, что к ним сюда ходят и подглядывают. Я уже посмотрю потом при монтаже, как выглядит этот дом. Все, я сейчас возвращаюсь к машине, и мы едем на набережную, на переправу. Ребят, в общем, заехал я на паром. На автомобиле, на легковом стоит 300 рублей. Ну, вместе со мной получилось 300 рублей. Паром ходит с 6:15 утра до 22:00. С этой стороны в 22:00 уходит, а с той стороны в 22:15 последняя уходит. Все, вот такие лавочки, можно сесть. Люди, видите, сидят. В машине очень много, нас всего двое. В общем... тут еще вот платная услуга стоит, есть.
садитесь на лодку, видите, их тут 3 штуки. И все, у вас за денежку на ту сторону переправляют. Я вот что-то за этого заговариваться стал. Своего рода такси такое. Надо у девчонки спросить, сколько стоит переправа. Извините, а вы не знаете, сколько стоит переправа вот на моторке? Люди вот как едут, не знаешь? Не знают, сколько стоит. Просто интересно, сколько такое моторное такси стоит. Вообще быстро, вот. Туда-сюда и все на месте. Красиво, конечно. Вот та церковь и колокольня, на которой я был. Ну и сюда не спустился. Ну и, в принципе, там делать особо нечего. Отсюда можем посмотреть. А вы не знаете, сколько стоит проезд на моторке? Вот они ездят. 50 рублей. 50 рублей с одного, да? Спасибо. Ну вот, 50 рублей. А получается, с человека на пароме сколько стоит? 50. Тоже 50? А почему вы не на лодке едете? Зачем? Ну, просто спрашиваю. Ну, какая разница, что ехать? Ну, там быстрее, нет? Да, бля, волна большая. Просто, ради безопасности, да? Ну, да. Понял. Ну, вот, видите, не все ездят, оказывается. Кто-то боится за свою жизнь. Правильно делает. Потому что я смотрю, что они плыли сейчас без спасательных жилетов. В общем, плывешь на свой страх и риск. Все. Переплываем на ту сторону и продолжаем наслаждаться городом, прогулкой. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, как всегда. Ребят, я на площади перед Домом культуры. Сверху видите надпись «Я люблю Тутаев». И здесь идет репетиция концерта. Никто только не стойте, все время что-то делайте. Вы все время что-то делаете. 29 июня будет концерт, посвященный Дню города. Так что я приехал чуть-чуть пораньше. Но в любом случае вы можете видеть, что будет на День города. Под фонограмму, видите, поет. Посмотрим немного концерт, репетицию и пойдем в парк СССР. На небо, так вы и выходите. Четко ровно встаем. Егор, сильное тело. Должны мурашки пойти, как по ветру. Косят.
сюда пенек, вот сюда ближе, вот. Идем, девочки, далеко ворочите, уже подойти должны. Вот пошла Ульяна. Вы еще ворошите тогда, потом вот ее. Ловите ее. И сразу в сторону пойдите, вот это ваше место, вот где пенек, вот здесь где-то. Ну, в общем, вы поняли суть концерта. Вот такая большая площадь. Там у нас пушки, вечный огонь. Центр города. Сколько здесь людей, сами видите. Люди приходят, отдыхают. Кто-то репетицию смотрят. Пацаны на великах гоняют. Женщины на самокатах. В общем, как могут, люди развлекаются. Кстати, вон там фонтан есть. Тоже особняки старые. Все, сейчас идем в парк СССР. Вот он, передо мной уже качели есть. Ну, прикольно, кстати. Просто небольшой провинциальный городок. В любом случае, люди ходят, сделали для людей, они здесь гуляют, отдыхают. Все, пойдемте, прогуляемся по парку СССР. Вижу, вон там уже 3 автомобиля, Запорожец, Жигули и Москвич. Парк работает до 20:00. Вру, до 22:00. Здесь вот такие скульптуры. Слева-справа пионеры. Вот эта аллея напоминает мне пионер-лагерь. Я был в пионерском лагере раза 3, наверное. И вот прям напоминает. Машинки там, конечно, уставшие, колеса спущены. У москвича, вон вижу, крыша проломлена, колеса спущены. Ну, тем не менее, музей. Музей под открытым небом. Слева-справа бюсты, справа у нас Калинин, а слева, наверное, Максим Горький, похож. Это у нас посередине памятник Илье Тутаеву. Илья погиб в июле 1918 года во время Белогвардейского восстания в Ярославле. Дедушка Ленин. Если хотите посмотреть больше Ленина, посмотрите мое видео из ленинских горок. Там вы увидите столько Ленина, сколько вы в своей жизни не видели. Плюс показываю там усадьбу, и кинодеревню, и киногородок. Поэтому, кто не посмотрел, обязательно переходите и посмотрите. Парк небольшой, но тем не менее, вот здесь, наверное, какие-то концерты проходят, выступления. Сцена, видите, небольшая есть. На той стороне я тоже вижу дом какой-то старый прям. Все, сейчас выходим на центральную улицу. Покажу вам пожарное депо, бывшее. Там сейчас музей. Вот он справа. С левой стороны тоже музей. Там музей, культурный центр. Борисоглебская сторона, по-моему, так называется. Так, а вот это здание бывшего пожарного депо. Адрес Луначарского, 43. Вот это здание построили в 1906 году. Рядом раньше здесь была пожарная каланча, которая не сохранилась. Но зато мы с вами посмотрели ее на Романовской стороне.
Сейчас здесь тоже музей. Музей адмирала Ушакова. Так, что у нас там? Петр I. Без прошлого нет будущего. Сегодня выходной. Ребят, музей, по-моему, вот то здание, желтое, сколько я понимаю. Потому что вот этот дом, это дом Вагина. Его построили в 19 веке. И в нем тоже музей. Вот такая улица здесь. В основном, что у нас тут? Частные дома. И все, наверное. А, еще в конце улицы сейчас будет. Я как раз проезжал мимо нее. Романовская овца. Единственный момент, я не спросил. День города празднуют всегда только на этой стороне или как-то и там, и тут? Хотя сейчас город Тутаев-1, наверное, все-таки целесообразно было бы снимать в одном месте, а не делать две площадки. Вот впереди у меня Романовская овца. В той стороне спуск как раз-таки к реке Волга, к паромной переправе. В общем, у нас сегодня такая прогулка по такому городу, куда вы точно не поедете. Но, как всегда, я вам все показал. Я за вас сделал эту поездку. Поэтому поставьте лайк, кто еще этого не сделал. Да и сейчас уже самое время. Вот у нас Романовская овца спряталась, видите, в кустах. И табличка Романов, Борисоглебск. И в той стороне у нас река Волга. Все, давайте, ребят, сейчас возвращаюсь к машине. Прокатимся немного по городу. Посмотрим с другой стороны его. Честно говоря, я пока не понял этот город. Вообще не понял. Однозначно он не туристический. Ну, не тянет он на туристический город. Но просто вот ради любопытства, наверное, если где-то рядом, стоит проехать. О, смотрите, какой дом интересный. Чапаева, не вижу номер. Прикольный. С такими башенками. Теремок. Прям точное название — Теремок. И, кстати, вообще не видел многоэтажных домов. Прям как будто бы их здесь нет. Видите, частный сектор. Слева, справа. Я вот к этому Воскресенскому собору еду. Ох ты, колокольня какая интересная. Смотрите, там прям расписано все. Расписной. Сейчас поставлю машину здесь. Он реально прям расписной. Интересно смотрится. Ребят, я приехал на улицу Ярославская, 68. Это здание, вот оно у меня за забором. Но вообще я нашел информацию, что это бывшее здание Борисоглебского магистрата. И построили его в 1632 году. Сейчас там живут люди. И вот это здание
является самым старым зданием на этой стороне города. С 1822 года в здании размещалось полицейское управление, потом его выкупили, ну, использовали как дом. И сейчас он является домом. Вот жалко, там никого нет. Я бы, конечно, поговорил бы с людьми, как им живется в таком доме. А это у нас Воскресенский собор, построен в 1675 году. Вообще же в 16 веке на его месте стояла сначала деревянная церковь, а позже уже мужской монастырь. И вот эти ворота, вот видите, колокольня, или это не колокольня, похоже на колокольню маленькую. В общем, вот это Святые ворота, называются Святые ворота. И мы сейчас с вами обойдем. Ну, слушайте, он реально красивый. Похож на большой каменный терем. Я, конечно, уже говорил, но повторюсь, реально он похож. О, опять что ли стрижи? Наверное, это стрижи. Все-таки ласточки, кажется, так не кричат. Очень много их. Но красивый. Весь расписан прям. О, солнце. Еще одни ворота. В общем, город старый. Есть вот такие точечные локации, которые, наверное, все-таки стоит посетить. Напишите, ребят, как вам вот этот, как вам собор вот этот. Смотрится красиво, симпатично. И пойдем сейчас на набережную. Впереди меня набережная, смотровая площадка. Посмотрим на другую сторону берега. Ну не красота ли? Мы с вами вон с той колокольни вид уже видели. Люди здесь, видите, тоже сидят на лавочках. Я туда уже не пойду. Здесь буду заканчивать. Спасибо, что смотрите, пишите комментарии. Отдельное спасибо, ребят, всем, кто поддерживает канал финансово. Эти путешествия без вас бы не состоялись. Всем спасибо. Всем пока. Подписчиков сколько? К 100 тысячам иду. К 100 тысячам иду. Кровать была маленькая, ноги у меня висели. Это земляная крепость, известная как Голландская крепость. Есть возможность погулять в таком месте, это классно. Впереди у нас Кремль. Пару человек сказали, что нашли какую-то палочку. Вернее, он там запутался. Иван Васильевич, назовем его так.